Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён сам притянул, сам смутился. Девятое место. Щеки Чангука – личный антистресс Тэхёна. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вигу и конец Чигу». Чигукеры пытаются доказать, что Тэхён гетеро, но Чангук так не думает. Причем тут девушка Чимина? Подробно обсуждаем. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Мистер Ким Тэхён, вы палитесь. Седьмое место. Что за дораму мы смотрим? Шестое место. Поведение пары. Чангук разошелся не на шутку. Похоже, дома его ждет маленькое воспитательное наказание. Собственник Тэхён. Ничто не сравнится со счастьем Тэйкук, когда они вместе. Как они светятся, как безудержно смеются и как нежно разговаривают друг с другом. Чистая радость, чистая любовь. Их улыбки говорят сами за себя. Пятое место. Посмотрите на этих Тэйкук, которые балуются на премии.
Четвертое место. Забота. Искренняя, естественная потребность заботиться о любимом. Третье место. Новости. Кус и Мингю провели это мероприятие, чтобы отпраздновать выход своего нового альбома и насладиться этим моментом вместе. Вечеринка проходила в приватной обстановке примерно для 100 гостей, включая певца и продюсера Бамцу, артистов, которые работали с ними над их первым мини-альбомом, а также знакомых из шоу-бизнеса. Члены группы Seventeen также пришли на мероприятие, чтобы поздравить и поддержать друзей. Атмосфера вечеринки, уже оживленная диджеингом, стала еще более энергичной с появлением Кус и Мингю. Они выразили свое волнение словами: «Мы рады и немного нервничаем, потому что это наша первая listening-пати. Надеемся, что все здесь смогут подружиться. И надеемся, что всем понравится музыка, когда она начнется». Чангук отлично провел время в компании друзей и знакомых. Этот Чангук как отдельный вид искусства. Coca-Cola выпустила закулисное видео рекламы Zero с участием Тэхёна. Бренд-амбассадор Тэхёна сказал: «Интенсивный драйв Coca-Cola Zero и веселая атмосфера на съемочной площадке сделали процесс съемок невероятно радостным», и добавил: «Если вам нужен такой же драйв, как у Вив-видео, мы надеемся, что вы получите его вместе с Coca-Cola Zero». Представитель Coca-Cola отметил: «Это видео ярко передает культовые сцены, созданные благодаря синергии Coca-Cola и обаяния Ви. Мы надеемся, что вы насладитесь моментами с Тэхёном и ощутите особый драйв еще более вкусный Coca-Cola Zero». Coca-Cola сообщила 29 числа, что выпустила закулисное видео рекламы Coca-Cola Zero с участием Тэхёна. В видео показываются разнообразные грани обаяния Тэхёна на съемках компании Best Coke Ever, лучшая кола когда-либо, которая подчеркивает привлекательность нового Coca-Cola Zero. На видео Тэхён ярко передает ощущение драйва и радости от еще более вкусной Coca-Cola Zero с помощью детальной актерской игры и выразительных эмоций. Когда камера выключается, впечатляет его теплое и остроумное общение с командой и умение оживлять атмосферу на площадке. Тэхён, который, как известно, регулярно наслаждается Coca-Cola Zero, попал в кадр, когда режиссер сразу же воскликнул «Браво!», заметив, как он вкусно пьет напиток во время съемок. В видео также включены различные увлекательные закулисные сцены. Закулисные кадры показывают, как Тэхён общается с командой, шутит и наполняет всех позитивом. А в кадре он играет невероятно талантливо, настоящий актер Ким Тэхён. Когда Чангук в эфире, больше ничего не имеет значения. Гака.
участник недавно созданного J-поп-бойс-бенда Aunat Hype, назвал Тэхёна своим иконой моды в интервью для Vogue Japan. Вопрос: кто ваша икона моды? Ответ: это Тэхён. Я восхищаюсь им с тех пор, как впервые стал стажером. Тогда мне было всего около 16 лет, и как бы я ни старался его копировать, это просто не подходило мне. Надеюсь, что когда я стану старше и у меня появится свой стиль, я смогу одеваться как Тэхён. Настоящий пример для всех айдолов – Тэхён. Главный герой любого фильма. Ким Тэхён был упомянут в интервью Сюзи для журнала «Эль Кория». Шоу – это, конечно, тоже шоу, но я провела спокойное и расслабленное время в Париже с друзьями, такими как актер Пак Богом и Тэхёном, которые работают амбассадорами. Каким же удовольствием становится встреча с коллегами в другой стране. Я прекрасно провела время, и каждый момент ощущался как продолжение самого шоу. Мне кажется, шоу совсем не воспринималось как работа, а было более веселым и свободным, потому что мы делились последними новостями за вкусной едой. Так здорово, что у них получилось насладиться веселым и свободным временем в Париже. Считаем дни до 5 октября, чтобы снова увидеть Тэхёна на Paris Fashion Week. Умереть можно от их нежности. Кмидия пишет: Чангук демонстрирует впечатляющие кулинарные навыки, как настоящий шеф. Я сделал сам, но получилось вкусно. Впечатляющие навыки Чангука и паста, выглядящая как из ресторана, сразу же привлекли внимание. 28 числа Чангук провел лайв на Вевос под названием «Я голоден». В этот день он показал процесс приготовления завтрака – трипл-крем пасты с трюфелем. Сначала Чангук наточил нож и поочередно нарезал лук и грибы, демонстрируя мастерство владения ножом, что вызвало восхищение. Затем он обжарил подготовленные овощи на сковороде, добавил воду после варки пасты, масло, молоко и трюфельное масло, перемешал с пастой и присыпал тертым сыром. Паста выглядела так, словно ее могли подать в ресторане, а уровень мастерства Чангука в приготовлении еды сразу привлек внимание. После этого он устроил мукбанг, активно пробовал свое блюдо, объяснив, включил лайв, чтобы показать, как готовлю, и заодно поесть. Чангук также поделился впечатлениями о приготовлении. Недавно я был в ресторане и ел трюфельную пасту. Лапша была именно такой. Мне понравилось, и я решил приготовить сам. Вкус не полностью совпадает, но довольно близок. Очень вкусно. Я сделал сам, но получилось отлично. Приправы подошли идеально. Позже Чангук приготовил десерт – тост с яйцом. Он разбил яйцо одной рукой и похвастался: «Видите, какой я ловкий», показав свою милую сторону. Затем он сделал нежный скрэмбл, намазал тост маслом и клубничным джемом и сложил все в аппетитный десерт. По словам Чангука, десерт был настолько вкусным, что он съел его очень быстро, шутя: «Кажется, это самый опасный вкус из знакомых мне». Во время готовки и еды он также рассказал о своей диете и физической активности. «Не должен был есть. В последнее время активно худел, я не пью газированные напитки и кофе. Газировку не пью, но воду с газом – да. Колу и содовую я исключил». Он анонсировал пробежку по реке Хан: «Буду вечером бегать».
Нужно заниматься спортом, ведь здоровье важно. Нужно ходить и бегать. Чангук снова доказал, что он идеален во всем, от сцены до кухни, и смотреть на него – это одно удовольствие. Невозможно не чувствовать эту всеобъемлющую нежность даже через экран. GQ Japan в твиттере о Тэхёне. Тэхён берет пример с Кендриком, как этой осенью носить расклешенные джинсы. Расклешенные джинсы снова привлекают внимание благодаря стилю таких икон моды, как Тэхён, Кендрик Ламар и Фаррелл Уильямс. Они удлиняют ноги и делают силуэт стройнее, но если выбрать неправильное сочетание, образ может выглядеть неаккуратно, поэтому для мужчин это немного сложный элемент гардероба. В этой статье мы ищем подсказки, как стильно носить флеер-джинсы, вдохновляясь их луками. Этой осенью особое внимание в мужской моде привлекают джинсы с расклешенным силуэтом. Они визуально удлиняют ноги, но при неправильном сочетании могут выглядеть старомодно. Мы разбираем, как носить такие джинсы взрослым и стильно, используя примеры Тэхёна, Фаррелла Уильямса и Кендрика Ламара. Прежде всего, стоит обратить внимание на минималистичный и слегка сексуальный стиль Тэхёна. Он сочетал флеер-джинсы с трендовым в этом сезоне длинным лонгсливом с воротником Хенли. Важный момент – выбирать топ приталенного размера. Комбинация идеально сидящих джинсов и ботинок подчеркивает вертикальные линии силуэта, создавая простой, но утонченный образ. Если ваш верх оверсайз, можно скорректировать баланс с помощью многослойного сочетания с майкой или футболкой. Именно потому, что они такие разные, они и дополняют друг друга. Чангук во время своей пробежки застал фестиваль пешком по мосту Чимсугё, который проходит в выходные на мосту Чимсугё и парке Банпа на реке Ханган. Это сеульский городской фестиваль, когда мост Чимсугё по воскресеньям перекрывают для машин и превращают его в пешеходное пространство. На мосту и у реки Ханган проходят уличные концерты, перформансы, маскарадные парады, йога на закате, тихие диджей-вечеринки в наушниках. Работают фудтраки и маркеты с изделиями мастеров. Атмосфера праздника объединяет прогулки, отдых и культуру, а сама идея фестиваля – подарить горожанам возможность побывать на мосту и прогуляться по городу без машин, ощутить их как большое общественное пространство для общения и наслаждения жизнью. Рожден быть любимым. Участник Boys Planet Пэн Цзиньюй извинился за оскорбительные посты о Чангуке, Эйспа и Twice. Несмотря на завершение шоу Boys Planet, некоторые его участники продолжают привлекать внимание в социальных сетях. Пэн Цзиньюй
оказался в центре скандала после того, как вскрылись его старые сообщения, расцененные как оскорбительные по отношению к Чангуку, а также к участницам групп aespa и Twice. Посты содержали грубые выражения и личные нападки, что вызвало бурную реакцию фанатов. В итоге участник был вынужден выступить с публичными извинениями. Публикации, вызвавшие скандал. В одном из сообщений Пэн Цзиньюй писал: «Чон Чангук снова встречается с кем-то». Что за топ он такой? Топ в изменах? Топ за то, что у него 7 по английскому и 4 по математике? Топ в накрутке лайков и комментариев на YouTube? Топ в безрассудной езде? Топ в навязчивости к Миджу и одинаковых татуировках с ней? Топ потому, чтобы нестись вперед, как дикий кабан, не включая мозги? Топ по жестокости? Я слышал, многие говорят, что Чангук похож на дикого кабана. А Дивай? Дивай — это жалкий призрак, который даже в играх не может смириться с поражением, но при этом покупает подарки. Я слышал, что Чангук скупой и безденежный. Также он участвовал в вопросах на Weibo, где оскорблял участниц aespa и Twice. Несмотря на то, что Цзиньюй выбыл уже на 8-м эпизоде, у него все еще есть шанс дебютировать в будущем, как и у других участников проекта. Публичное письмо с извинениями. Через несколько дней после окончания шоу Пэн Цзиньюй опубликовал письмо с извинениями. «Здравствуйте, я Пэн Цзиньюй. Из-за моих прошлых слов я причинил боль многим людям. Я искренне прошу прощения у всех, кого это затронуло. Я признаю, что написал эти слова по глупости, когда был моложе, и до сих пор испытываю стыд. В то время я просто смотрел на своих санбэ по телевизору и поддался плохим проявлениям фанатской культуры, написав эти комментарии, не задумываясь. Я полностью игнорировал тот вред, который мог нанести фанатам и самим артистам. За это я испытываю глубокое сожаление и чувство вины. Чтобы стать достойным артистом, я участвовал в Boys Planet и на собственном опыте понял, сколько труда и времени требуется для выступлений. Выйдя на сцену, я осознал, насколько легкомысленными были мои прошлые слова. Я получил много любви во время шоу и понял, как важно уметь искренне любить и уважать других. С тех пор я постоянно думаю о своих ошибках. Я понимаю, что даже написав это письмо, я не смогу стереть причиненный вред и сделать вид, будто ничего не было. Но я хочу донести свои извинения максимально искренне. В дальнейшем я буду воспринимать этот случай как главный урок своей жизни. Я обещаю относиться к людям с уважением, быть скромным и доброжелательным. Еще раз приношу искренние извинения всем, кого задели мои слова. Я гарантирую, что подобное больше никогда не повторится. Я буду стараться показывать своим фанатам только лучшее. Артист признал, что действовал бездумно, подражая худшим проявлениям фан-культуры, и понял, насколько серьезным мог быть нанесенный вред. Он отметил, что участие в шоу помогло ему осознать ценность труда артистов и важность уважения к другим людям. Его руки. Предполагается, что тур BTS в 2026 году будет состоять из 65 выступлений в течение 8 месяцев, с мая по декабрь. Ожидается, что среднее количество зрителей на одно выступление останется на уровне около 60 тысяч. Как он обнял его. Поговорим о любви Тэхёна к талии Чангука. Хотя это и так очевидно.
Тэхён, такой мем-материал для реакций, обожаю. Еда в 100 раз вкуснее, если есть ее вместе с ним. Такая красивая пара. Невозможно оторвать глаз от него. Чангук, когда еда вкусная. Когда хочется только обнимать и залипать, залипать и обнимать. Кто же ты, Чон Чангук? Второе место. Это так интимно. Личное пространство? Не слышали о таком? Ничего не меняется, когда речь идет о Тэйкук. Первое место. Не позволяю вам забыть эту милую и иконическую ревность Тэхёна, когда Чангук на фансайне перед фанатами трогал мышцы живота Джина и говорил о них, а Тэхён, не выдержав, тихо и незаметно коснулся плеча Чангука и слегка оттянул его назад.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.